Продолжаем отвечать на острые и срочные вопросы наших подписчиков. Вопрос касается сухого кашля, затяжного кашля, который вообще, в общем-то, всеми известными препаратами уже все использовали, не купируется. И опасно ли это, и что вообще нужно? Возможно, какие-то есть дополнительные способы, как помочь себе. Да, дополнительные способы есть, их достаточное количество. И сразу спасибо большое за вопрос. Я хотел сказать, что коварство сухого кашля, как раз таки в отличие, правда относительно, но тем не менее от влажного или мокрого кашля, заключается в том, что практически мы делаем свою грудную клетку максимально твердой, максимально ригидной, если говорить на профессиональном медицинском языке. Почему? Потому что разница между количеством вдохов и необходимостью откашливания, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Мышцы очень быстро устают, формируется так называемый кашлевая межреберная невралгия. И, кстати, в этом смысле я хочу сказать, что огромнейшей ошибкой без идентификации вида мокроты и реакции ее на те или иные виды антибиотики является огульное назначение антибиотиков. Почему? Потому что сразу угнетается макро- и микробиота, угнетается функция пищеварения, начиная с луковицы 12-перстной кишки. И тот самый момент, когда желчь непосредственно принимает участие в факте смягчения кашля, как раз таки он просто-напросто исключается. Вот одним из популярных способов разрешить сухой кашель, перевести его отчасти во влажный, а зачастую избавиться от него, заключается в очень хорошем рецепте. Но вот, по крайней мере, который мы очень часто используем в нашей клинике, это так называемые луковично-грушевые, луковично-медово-яблочные коктейли. Почему мы сразу на это обращаем внимание, что в этот коктейль вводится сок или груши и яблоко? Потому что огромное количество мы получаем информацию о том, что, мол, что вы назначаете, сахарный диабет второго типа, сладкого нельзя, меда нельзя и так далее, и так далее. Для того, чтобы все эти возражения исключить, мы как раз таки вводим. И, пользуясь случаем, я хочу вам сказать, что если у вас сахарный диабет, но вам хочется меда, а вам якобы его запретили, помните, пожалуйста, о том, что вы очень хорошо можете использовать яблочный сок, можете очень хорошо использовать грушевый сок для того, чтобы дезавуировать якобы злосчастное влияние сахарозы на вашу поджелудочную железу. Но теперь кашлю. Что нам для этого надо с вами сделать? Вот таким вот образом мы берем луковицу, отрезаем у нее донышко, отрезаем у нее верхушечку. Вот таким вот образом делаем чашечку. В луковице, максимально глубокой, но стараемся сделать так, чтобы у нас все-таки это блюдце или эта чашечка сохранялась в целостности. В части того, чтобы не было перфорации со стороны донышка. Да, покажите, пожалуйста, что получилось. Вот у нас получилась такая чашечка. Угу. Потом что мы с вами делаем? Вот у нас такое донышко сделалось. Что потом мы с вами сделаем? Потом мы с вами берем зубочисточку, вот таким вот образом перфорируем донышко, ставим вот сюда, выливаем сюда мед, понятно, условно, да? Мы вылили сюда мед, но мы его сейчас и на самом деле выльем, потому что нам это пригодится в клинике. Вот таким вот образом. У нас мед домашний, настоящий. Да, домашний наш, ростовский, донской, верхний донской мед. Замечательный, да. Так, вот. Доверха, да? Доверха, да, до верха. По мере того, как начнется
сокотечения и немножко освободится здесь пространство, мы берем грушу или берем яблоко, размалываем это содержание. Вы можете это дело даже сделать вручную. Положить или в миксер, или положить в марлечку. Получить небольшое, достаточно половина сока, половина чайной ложки сока или груши, или яблока. Добавить сюда и дождаться, когда вот здесь накопится определенное количество вот этого медово-грушевого или медово-яблочного луковичного сока. И как только... уже там порядка 3-4 капель уже. Вот, уже начало проявляться. Да, вот видите, уже процесс, как говорится, пошел. Все это делать, конечно, в теплом месте. Все это делать, конечно, лучше в теплом, в темном месте. Но именно в теплом месте. Почему? Потому что химизм меда, химизм коктейля между луковичным соком и медом, грушевым соком или яблочным соком будет формировать вот очень такое быстрое течение всех этих моментов. Все, у вас получилась жидкость. Вот эту жидкость по 10-15 миллилитров 2-3 раза в день, запивая теплой водичкой. В течение 3-4 дней сухой кашель очень хорошо переходит во влажный или в мокрый кашель. Идет разрешение, уже идет облегчение со стороны грудной клетки. Вы сразу почувствуете заметное улучшение вашего общего состояния, потому что у вас нормализуется приток свежего кислорода в сосуды головного мозга, у вас улучшится состояние мышц, у вас улучшится состояние брюшной полости. Вы не будете после каждого чиха и каждого потуживания бегать в туалет с целью разгрузить наполняемый слабо, но тем не менее вызываемую реакцию на мочеотделение, мочевой пузырь. То есть вы станете максимально независимым от обстоятельств человеком. Вот таким вот образом, уважаемые коллеги, уважаемые зрители и слушатели, один из немногих народных методов, вот очень популярным стал и хорошо снимает вот эти все обстоятельства. Кстати, и возвращаясь к нашей практике работы в Швейцарии, я хочу сказать, что досточтимые наши швейцарские друзья очень хорошо в кавычках слезали наш этот рецепт, вот этот сок, который мы им показали, который получается, они его быстренько стали подсушивать по типу пастилы, стали делать конфеточки и по 15-17 франков продают, так сказать, как так называемый русский антипертусис. На коробочках написано Russian антиперtussis, то есть русский антикашлевой рецепт. Вот, пожалуйста, нам зачастую здесь это не удается ни запатентовать, ни каким-то образом афишировать, потому что нам говорят, что нам нужна доказательная база, нам нужна доказательная медицина, а швейцарцы не мудрствуя лукаво, потому что они считают там каждую копейку, они считают цену трудоспособности своих сотрудников, они считают цену своей социальной поддержки. Но мы сейчас не об этом, а мы о том, как вы можете сами себе помочь и легко избавиться от этих моментов. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что вот тот лук, который вот здесь вот остается, он сам по себе достаточно очень вкусен, если вот так вот сделать с метком. Вот так вот сделать с метком. И немножко съесть. Но это уже, как говорил мой великий дед, на вкус и цвет товарища нет. Как помочь себе рефлекторно, как помочь себе гастрономически, а это практически одно и то же, потому что чем устойчивее и приятнее наша гастрономия, тем устойчивее и приятнее наши рефлексы отзывов на эти все вещи. Мы подробнейшим образом остановимся на нашем вебинаре, ссылочка находится прямо под этим видео. Приходите, регистрируйтесь, задавайте вопросы и будем вместе с вами осваивать Russian антиперtusис. Будьте здоровы!